Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео – это прогноз на июль 2025 года для восходящих близнецов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описаниях и в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию, на составление личного гороскопа. Также, если вы не знаете точно время своего рождения и вы не можете определить свой восходящий знак, в таком случае посмотрите, пожалуйста, в каком знаке зодиака у вас находилась Луна и Солнце по ведической астрологии в день вашего рождения, и вы можете смотреть прогнозы для знака зодиака Луны в первую очередь, и во вторую очередь прогнозы для знака зодиака Солнца. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает близнецов в июле 2025 года. 10 июля состоится полнолуние в вашем седьмом доме гороскопа, доме партнерства, доме брака, доме команд. И полнолуние в седьмом доме гороскопа может давать перемены в отношениях. У кого-то может быть разлука в отношениях, у кого-то может быть выход из какой-то команды, но это не всегда что-то глобальное, это может быть завершение какого-то этапа у ваших партнеров, например, закончилась учеба или партнер там переходит на другую работу. То есть полнолуние в седьмом доме гороскопа говорит о том, что фокус в этот период времени больше на ваших партнерах. 13 июля в вашем 10 доме гороскопа, в доме работы, в доме статуса, карьеры, репутации начинает свое ретроградное движение Сатурн. И Сатурн будет в ретроградном движении в вашем 10 доме гороскопа до 28 ноября. Как обычно, период ретроградности – это период, когда у нас могут тормозиться какие-то дела, могут быть какие-то задержки, препятствия, но также это период, когда мы можем вернуться к тому, что начинали, к тому, что не доделали. И Сатурн, планета труда, и 10-й дом – это дом работы и статуса, и Сатурн тоже у нас соотносится со статусом, поэтому у вас в первую очередь нужно будет, может быть, возвращаться и доделывать какие-то вопросы, связанные с получением статуса, может быть, статуса брачного, статуса рабочего, статуса еще какого-то общественного, может быть, возвращаться на другую работу, на прежнюю, допустим, работу, либо могут быть какие-то сомнения, могут быть какие-то вот вопросы, когда хотим поменять работу, не получается поменять работу, а потом вроде бы и на старой хочется остаться. И это тоже касается перемены в направления в работе. То есть у вас может быть в ближайшие 2,5 года такая глобальная задумка поменять направление, то есть начать заново какую-то профессию. Также эти вопросы тормозов вот этих вот могут касаться повышения. Если, например, вам обещается повышение до уровня руководителя, то это может быть такое, что сегодня повышаем, завтра не повышаем, сегодня такие обстоятельства, завтра такие обстоятельства. Также это касается таких вопросов, когда обещали, но не дали. То есть вам обещали повышение до уровня руководителя когда-то давно, потом этот вопрос заглох, то сейчас такой вопрос может подняться опять. Вопросы влияния вашего руководителя на ваш статус или вашего учителя на статус, на работу или вашего отца, повышение влияния, либо снижение влияния могут тоже подниматься. Вопросы изменения, у кого-то выхода на пенсию, вопросы изменения формы работы, удаленку, выйти на удаленку, либо наоборот выйти из удаленки тоже могут решаться и могут быть какие-то качели. Но также эти качели могут касаться личной жизни у вас, места жительства, то есть вот все нужно будет как-то определяться, что делать дальше. Какие-то могут быть просто даже не то, что надо определяться, но, допустим, вы уже определились, но все равно создаются такие
происходят такие обстоятельства, которые мешают вам довести до конца. И вот эта вот тягомотина может длиться до конца ноября практически. С 14 по 20 июля будет соединение Марса и Кету. То есть Марс у нас в целом будет практически весь июль в вашем третьем доме гороскопа, а с 14 по 20 июля он соединится в этом третьем доме гороскопа с Кету. Третий дом гороскопа — это дом документов, дом коротких поездок, дом хобби, дом младших братьев и сестер, дом друзей. И вообще, чтобы было понятнее для тех, кто не очень понимает, что такое Марс и Кету, Кету у нас подобен Марсу по своему действию. То есть Кету создает такие обстоятельства. Вот Марс действует резко, грубо, быстро, импульсивно. И Кету точно так же действует быстро, резко, внезапно. И у вас получается в третьем доме гороскопа, в доме собственных усилий, вот эта вот энергия сформируется в районе 14-20 июля. Это будет там то теснее, то подальше немножко. Но все равно вот эта вот двойная энергия Марса. Конечно, для третьего дома гороскопа это в целом неплохо, потому что третий дом — это дом собственных усилий, дом, когда такие планеты, как Марс и Кету, приобретают там силу. Но все-таки это может быть такое, когда вы где-то активничаете, когда вы где-то вот не примиряетесь с чем-то, когда вы где-то выстраиваете отношения, может быть, даже пресекаете какое-то общение. Это вопросы спорта, физической активности у вас будут. Что вам рекомендуется больше всего внимательно? Это к своей технике, к телефонам, к компьютерам, к своим социальным сетям, к паролям. Потому что Кету может давать такое скрытое. То есть раз и забыли пароль, раз и заблокировали себе телефон, не можете его разблокировать, потому что забыли там пароль и так далее. Ваши достижения будут очень сильно зависеть от ваших собственных усилий. А ваши усилия могут быть такими, знаете, немножко рывками. Поэтому нужно равномерно распределять энергию. С 16 июля по 16 августа Солнце будет идти по вашему второму дому гороскопа. Транзит Солнца по второму дому гороскопа — это в целом повышение уровня энергии, то есть может быть прием витаминов. Также транзит Солнца по второму дому гороскопа может давать такое эффект, как деньги ляжку жгут. То есть, когда нам хочется вот купить, не просто вот что-то купить, а купить что-то брендовое, что-то статусное, вот блеснуть, то есть купить какую-то вещь, которая нас выделяет. Солнце в целом может давать и повышенный доход, но и повышенные траты. Траты именно на поддержание какого-то своего статуса, своей уникальности и так далее. Также транзит Солнца по второму дому гороскопа может давать вам доход от ручного труда, может быть, какие-то братья, сестры могут вам денег давать, может быть, друзья какие-то, от продажи каких-то вещей могут быть у вас доходы в этот период, от продажи продуктов своего творчества, от каких-то документов, от каких-то сделок, от социальных сетей и так далее. 18 июля в вашем втором доме гороскопа станет ретроградным Меркурий, и он будет ретроградным до 11 августа. Но в целом транзит Меркурия по второму дому гороскопа — это хорошо, потому что второй дом — это дом ресурсов, мы направлены на поддержание уровня своей энергии, на ресурсы, на то, чтобы, может быть, заниматься иностранными языками или практикой какой-то языковой, может быть, говорить, может быть, что-то записывать. Ретроградный Меркурий может, конечно, во втором доме гороскопа менять наш подход к деньгам. Опять же, могут быть вопросы поиска работы, и сегодня я буду искать работу, завтра я передумал и не буду искать работу. Также это могут быть вопросы договоренностей с мамой. Ретроградная планета у нас меняет договоренности, меняет планы, меняет какие-то обстоятельства, создает задержки и препятствия. У вас Меркурий в транзите по второму дому гороскопа указано на то, что вы можете получать какую-то помощь и поддержку от мамы, может быть финансовую, может быть просто какую-то ресурсами, то есть мама может быть продуктами помогать или что-нибудь такое. Также у кого-то из близнецов это может быть доход от недвижимости, от транспорта, от музыки, от психологии.
и вы можете пересматривать какие-то подходы, какие-то вопросы, связанные с получением этого дохода. Можете пересматривать какие-то вопросы, связанные с, может быть, даже вашими какими-то речами, с изучением иностранного языка. То есть у вас активно в этот период будет задействована речевая сторона. Разговоров у вас однозначно будет много про деньги, и вот эти разговоры, они могут самым неожиданным образом разворачиваться. Сегодня так, завтра так. То есть договоренности даже. Сколько вы мне будете платить? И вам говорят столько, потом раз и передумывают. И вы опять идете на разговор. Нет, я не согласен. То есть какие-то вот переговоры даже. Не то, что разговоры, а переговоры могут быть по деньгам. А 24 июля состоится новолуние в вашем втором доме гороскопа. Опять же, доме денег, ресурсов, родительской семьи, энергии, питания. Новолуние во втором доме гороскопа может давать новый источник доходов. То есть у кого-то из близнецов реально там новая работа, либо новая должность, ну скорее новая работа. Также у кого-то из близнецов это может быть новый источник дохода, а у кого-то может быть просто какая-то выплата, премия или что-нибудь такое. Но новолуние во втором доме может давать и прояснение каких-то ситуаций, которые тоже вы ждали долго, когда они разрешатся. И вот тут раз, и появляется какая-то информация, появляются какие-то обстоятельства, и вам становится понятно, как же это все разрешится. 26 июля в ваш первый дом гороскопа заходит Венера. И Венера в вашем первом доме гороскопа будет до 20 августа. Это, конечно, период такой, когда вы будете обновлять гардероб, когда вы будете работать над своим имиджем, когда вы будете заниматься своей красотой, может быть, там прическу менять. Это период, когда вы проявляете себя как творческий человек, может быть, флиртуете, как-то привлекаете к себе внимание. Но этот период также может дать какие-то дальние поездки, разлуки в отношениях, либо, может быть, например, познакомиться где-то с кем-то в поездке. И это знакомство может вылиться в какую-то симпатию. Кроме этого, Венера создает очень хорошую комбинацию в вашем первом доме гороскопа, как она создает такую комбинацию, как какая-то радость в этот период, испытание какой-то радости, какого-то подъема душевного, может быть даже желание наслаждаться, это флирт, романтика, либо посещение каких-то классных мероприятий, либо в целом, вот когда нас растаскивает, мы много занимаемся не какими-то полезными, важными, нужными делами, а много занимаемся творчеством, отдыхом, тусовки какие-то и так далее. С 28 июля по 13 сентября Марс будет в вашем четвертом доме гороскопа. В целом, для тех, кто собирался заняться вопросами недвижимости, вопросами переездов, покупки, продажи недвижимости, какой-то перестройки, может быть, инвентаризации, перестановки, это хороший транзит, потому что Марс в четвертом доме гороскопа дает вот эту вот возможность заняться такими вопросами. Покупка, продажа недвижимости, перестановки, но также и ремонты, когда к вам приходят домой какие-то мастера, что-то ремонтируют, тут больше даже строительство какое-то, либо что-то вот кардинально поломать, но так точечно каким-то образом, то есть тут чуть-чуть отрезать, тут чуть-чуть отпилить и тут чуть-чуть отбить, вот и так далее. Также транзит Марса по четвертому дому гороскопа может вызывать необходимость поездок из дома, связанных со служебными какими-то делами, связанными с делами, может быть, даже медицинскими, типа госпитализации, хирургические какие-то вопросы. Этот транзит может вызывать необходимость помощи маме, и еще есть указание на то, что в этот период вы можете тратить свои накопления на обустройство дома, на оборудование, на то, что может быть даже и на транспорт тоже, но может быть даже на какую-то помощь маме. То есть такое может быть, что мама сначала вам помогает, а потом в августе вы маме помогаете. Какая-то такая взаимная синергия. Но также этот транзит еще будет влиять, конечно, и на ваше ощущение внутреннего счастья. Когда Марс идет по четвертому дому гороскопа, мы начинаем вот так вот быть недовольны обстоятельствами. Вот
хочется что-то изменить, вот какая-то вот активность, резкость, что-то надо сделать. Это же будет влиять и на работу. Статус может быть ваш таким, как человека, который принимает резкие решения, рубит с плеча. То есть может быть желание порубить с плеча в чем-то, да, поэтому вам нужно соблюдать баланс, помнить о том, что вы можете быть более раздражительными в это время и более склонными к совершению необдуманных поступков. Но у вас на самом деле очень интересно, что у вас Меркурий будет идти по знаку зодиака Рак, а Марс будет идти по 4-му дому гороскопа. Поэтому очень у многих близнецов могут решаться вопросы, связанные с местом жительства, либо с недвижимостью в момент транзита Марса по 4-му дому гороскопа. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июль 2025 года для восходящих близнецов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.